Я нашел лучший турендуро. Давайте сначала пофантазируем, каким он должен быть. 21 колесо, подвески от 200 мм, вес в районе 200 кг и двигатель кубов на 700. Последние годы лидерами были Tenere и KTM 790. Остается только узнать, чем мой фаворит лучше этих двух. Есть одно но. Снизу подбираются софт-эндуро и гибриды типа KTM 690. Сверху давят комфортом и динамикой Adventure Elite Plus. Лучший турендуро должен быть не просто хорошим внедорожником, но и иметь комфорт с управляемостью на асфальте на уровне литровых туристов, иначе зачем он нужен? Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Aprilia Touareg 660. Вы от меня обычно ждете впечатлений, насколько хорош мотоцикл на бездорожье. Мы об этом поговорим чуть позже, но на мой взгляд это не то, что действительно важно узнать в обзоре Touareg, потому что очевидно же, что это самый легкий мотоцикл в классе с нормальными колесами и огромными подвесками. Все с ним в порядке и по эргономике никаких претензий, и двигатель низовой. Где действительно проблемная зона турендуро – асфальт. Знаю, есть люди, которые покупают такие мотоциклы только для поездок по грунту, но, на мой взгляд, это полный бред. Любой софт-эндуро сильно дешевле прекрасно справляется с необходимостью проехать 100 км до места покатушек, ну и очевидно, что при разнице в весе 60-70 кг вы сможете себе позволить больше на легком мотоцикле. А если хард купить, вес будет различаться в 2 раза, и позволить себе можно еще больше, не только из-за веса, а потому что хард можно с горы пульнуть и ничего ему не будет. Как пример, на ближайшей ко мне кроссовой трассе не допускают на тренировки даже на софтах, хотя технически они способны делать все элементы. Вся загвоздка в том, что если начинаешь не просто кататься, а тренироваться, рано или поздно начнешь прыгать на трамплинах и ошибаться, для чего такая техника уже не предназначена. Короче, турендуро — это в первую и вторую очередь туристический мотоцикл, а уже потом все остальное. В чем главная проблема подавляющего большинства туринд с 21 колесом? Желейная подвеска, на которой неплохо ехать по плохой дороге, но невыносимо на серпантинах. Серпантины — это горы, а горы — лучшее, что есть в путешествии. И получается, что у тебя вроде мотоцикл для туризма, вот только кайфа в горах и нет, особенно если ты знаешь, как едут в таких условиях дорожники. Это проблема Tenere, Африки, 800-850 GS и так далее, и так далее. Я раньше думал, что просто есть люди, которым нравится мягкая подвеска, а есть те, кто любит жесткую. Но вот что понял, исходя из своего круга общения. Из знакомых, кто не особо любит эндурить или путешествует только по асфальту, им нравятся мягкие подвески и приводят в неописуемый восторг, когда мотоцикл глотает лежачие полицейские. А у кого какой-то эндуро опыт, я не говорю о тренировках, а даже просто регулярную езду по бездорожным трекам, все предпочитают жесткие длинноходные подвески, которые дают больше контроля. Мне кажется, что весь заговор с невнятными подвесками, потому что производители ориентируются на комфорт езды по убитым дорогам Азии, когда подвеска все пытается глотать, ну и такая подвеска попутно нравится людям без опыта. А то, что слишком мягкие подвески никакие на асфальте и не внушают доверия эндуристам, сопутствующие потери. По большому счету, единственные, кто пропагандировал стиль жестких подвесок на турендуро, KTM, но они тоже далеки от идеала, если говорить о 790 и 890. УР слишком зубодробительная, УС вилка не регулируется, поэтому даже не для всех условий идеально подходит. Плюс KTM гнет свою линию с игнорированием нормальной рычажной прогрессии. Компромисс. И появляется Touareg с безупречно настроенной подвеской. Она, как и в случае с KTM, про контроль, а не комфорт. Посади на Touareg человека без опыта, который никак не переносит вес, едет всегда сидя и так далее, на камнях будут забиваться руки и выкидывать из седла. И с точки зрения комфорта езды по плохим дорогам подвеска Touareg будет проигрывать. Мотоцикл вообще не про то. С другой стороны, в отличие от KTM, у Touareg больший диапазон работы подвески, хотя бы из-за рычажной прогрессии. При желании эту подвеску можно сделать дружелюбнее. Главная фишка, как божественно работает Touareg на серпантинах, вспоминая, что это мотоцикл прежде всего для путешествий. Причем я не говорю о каких-то там секретных настройках. Нет, ставишь стандартные настройки из руководства для ездока с грузом и кайфуешь от четкой рулежки, которой 95% турендуро не дадут. Чтобы вы представляли, далеко не каждый кроссовер может дать такую же четкость. А здесь внедорожник с ходами в 240 мм, что удивляет.
Понятно, что если активно тормозить, Touareg глубоко клюет, понятно, что это не рулежка спорт-туриста, но Aprilia прекрасно держит дугу в поворотах и перекладки. Не думаешь о том, чтобы что-то подлавливать и слегка корректировать в поворотах, на уровне действительно хороших кроссоверов. Плюс здесь облегченные бескамерные колеса, это тоже влияет, почему он поворачивает на скорости лучше, чем Tenere. У Touareg подвеска настраивается вообще вся спереди и сзади, учитывая довольно умеренный ценник мотоцикла, это плюс. Например, 850 GS или обычный 890 Adventure стоят дороже, но вилки совсем без регулировок. Причем сзади на Aprilia преднатяг с нормальным барашком и можно крутить рукой, не слезая с мотоцикла. На вилку тоже не проблема поставить регуляторы преднатяга под руку, отбой и сжатие регулируются спереди и сзади одной отверткой. В отличие от того же КТМ, здесь на всю перенастройку тратится пара минут. Для грунта стандартные настройки не подходят, нужно обмягчать, особенно вилку. Диапазона хватает, чтобы сделать шикарную упругую подвеску и для грунта, хотя и совсем мягкой она не станет. В большом классе у мотоциклов весом 230-240 кг бывают неплохие подвески. Мое сердечко, например, занято подвеской 1290 SAS, но у байков с весом около 200 кг моя самая любимая подвеска теперь у Touareg. Плюс у Touareg сама геометрия хорошая, как, впрочем, и у Tenere. Touareg, принимая во внимание длинноходные подвески и здоровые колеса, дико стабильный и неплохо стоит на магистрали на скоростях 160-170. Можно без рук ехать, когда Tourendur с длинноходными подвесками уже вовсю болтает. Чем еще хорош на асфальте Touareg относительно Tenere и, например, Transalp, наличием электроники. Я не буду расписывать многоуровневый трекшн-контроль, хотя он не лишний, когда едешь в дождь на шашке по асфальту. Главная опция для меня — круиз-контроль. Понятно, что для туристического мотоцикла это в любом случае нужная функция, но более всего она нужна как раз на легком Tourendur. Когда весь день потел на грунтовке, вымотанный пилишь по магистрали домой или еще куда, вот в этот момент за возможность включить круиз-контроль и расслабиться можно многое отдать. Отсутствие круиз-контроля — существенный недостаток Tenere лично для меня, это не какая-то высосанная придирка. Еще мне очень нравится, как реализованы режимы езды. Обычно я на мотоциклах режимами особо не пользуюсь, вот тупо выбирая один спортивный, но не в случае Touareg. Здесь 4 режима, 2 из которых можно настроить под себя, собственно, только ими я и пользовался. Не спрашивайте меня, почему нельзя было разрешить настраивать под себя все режимы, как у Ducati. Здесь для режимов можно менять отклик на ручку газа и силу торможения двигателем, плюс настраивать уровень трекшн-контроля и ABS вплоть до полного отключения. Например, на серпантинах я люблю резкий отклик на ручку и сильное торможение двигателем, чтобы меньше пользоваться тормозами перед поворотами и на спусках. Плюс, когда на трассе идет снижение скорости при въезде в город или тоннель, дотормаживаешь двигателем без использования тормоза. В городе, наоборот, люблю больше наката, чтобы вдалеке увидел красный светофор и просто отпустить газ, а мотоцикл медленно доползал. На бездорье, когда скользко, мне нравится плавный газ для точного контроля, либо наоборот резкий газ, если не скользко и каменисто, то есть хочется поднимать рывками колесо. Но в любом случае примерно среднее замедление от сброса газа, чтобы с одной стороны в стойке при отпускании газа через руль не опрокидывало, а с другой, чтобы эффективнее притормаживал перед поворотами и на спусках. Отключить трекшн-контроль совсем, если горки, либо оставить немного, если условия довольно простые и быстрые. ABS на заднем колесе на скальнике оставляю, в жидкой грязи убираю. ABS спереди тоже можно отключить, если вам нужно. Вроде мелочи, но позволяют попасть в нужный стиль езды. И да, раз уж такие настройки режимов, ручка газа очевидно электронная, а значит легко держать скорость и подкручивать, рука не устает. Рычаги тоже легкие, в отличие от Tenere, где сцепление жестче, чем хотелось бы. На экране есть единственная бесячая штука. Когда круиз-контроль включен, но не активен, постоянно моргает зеленая лампочка практически там же, где лампа поворотника, отвлекает внимание на себя, особенно в темное время суток. Логического смысла никакого. На многих автомобилях круиз-контроль включен по умолчанию, как-то выживаем без моргающей лампы. На Touareg, как и на КТМ, можно выводить навигацию стрелочками, управлять музыкой с руля и так далее, но это все бесполезная ерунда.
Стандартная комплектация по правилам хорошего тона для класса. Защита рук, защита картера, защита аморта и перьев от грязи, высокий радиатор, не забивающийся грязью от колеса, сворачивающаяся лапка переключения передач, быстросъемные резинки на подножках, съемные кронштейны пассажирских подножек и так далее. Придраться не к чему, давайте лучше поговорим про двигатель. КТМ 790-890 сразу можно отмести. Мне никогда не нравился этот двигатель. Да, он более мощный, но платишь за это вибронагруженностью, очень рваной динамикой с никакими низами. При каких-то скоростях ближе к 200 он раскрывается, но кому это нужно на мотоцикле, который обут в бездорожную резину? Честно говоря, ни разу не встречал человека, который выбрал бы двигатель КТМ 790 относительно конкурентов. С Тенери обратная ситуация. Помимо того, что CP2 по некоторым исследованиям самый надежный двигатель, и у Туарега при всем желании нет возможности его подвинуть с пьедестала, я обожаю двигатель Yamaha за мягкость, практически полное отсутствие вибраций и вкусную тягу на низах. Честно говоря, более совершенный двигатель в этой кубатуре для турендурных задач представить сложно. Если сравнивать Touareg с Tenere, разницу найти можно. Например, Tenere чуть жирнее на низах, Touareg чуть жирнее в середине, но сравнивая с любыми другими мотоциклами, это практически один и тот же двигатель. Touareg тоже отличный на низах и в середине, можно идеально дозировать тягу, плюс смена режимов двигателя позволяет лучше подстроить Touareg под себя. Что у Tenere, что у Touareg динамика самое то для этого класса, у меня никогда не возникало желания большей мощности. Приятный запас тяги под рукой в любом месте. До 170 отличный набор скорости, быстрее даже желания пробовать нет. Тяги-то хватает, но оба мотоцикла уже некомфортно себя чувствуют. Сказывается длинноходная подвеска, инерция 21-го колеса, ветрозащиты не хватает и так далее. В сравнении с Tenere можно сказать, что у Aprilia есть некоторые вибрации, но они где-то на уровне среднестатистического среднекубатурного мотора. Я сам не люблю мотоциклы-вибраторы, тут нет чего-то отталкивающего. Чувствовать-то я чувствую легкие вибрации на подножках, но по вечерам руки и ноги не трясутся даже после многочасовой езды по магистрали. Ничего особенного тут нет. Для хардкорного турендура, который всегда обут в универсальную резину, я бы простил и большие вибрации. Touareg экономичный, без сюрпризов. Расход в горах болтается около 4 литров, иногда опускался даже чуть ниже. Если в тянучке с машинами 90-100 км в час, даже до 3,5 средний расход опускался. На магистрали 130 км в час на круиз-контроле ест от 4,3 до 4,7 в зависимости от ветра и прочих условий. Цифру 5 я видел только в последний день, когда баловался и ездил резко. Расход по стандарту VMTC у Touareg самый низкий в классе, если только мы не будем считать NC одноклассником. В некоторых условиях Touareg удивляет экономичностью, но если взять обычные трассовые скорости, у Tenere в версии Euro 5 расход плюс-минус такой же. Однако у Tenere бак меньше, это прям ощущается. Touareg практически в любых условиях дает запас 400 км. Tenere у меня даже близко столько не выкатывал. Да, есть Tenere World Trade, только на него со стремянкой нужно залезать. Кстати, именно в этом классе запас хода имеет большее значение, чем у кроссоверов. Нормальная эксплуатация таких мотоциклов — езда не по трассам, где заправок нет, а по бездорожным трекам. Грунтовые тропы всем хороши, только почему-то на них заправок нет. Когда не хватает запаса, приходится с трека выезжать куда-то до заправки, потом возвращаться назад, теряя минут 40 просто так. Несмотря на экономичность, у двигателя Touareg нет тенденции глохнуть, как у свежих моторов под Euro 5. К примеру, многие современные европейцы очень экономичные, но с некоторой тенденцией глохнуть на около холостых, чего у моторов под Euro 4 не было. Про китайцев, сертифицированных под Euro 5, и говорить нечего, эти глохнут в любой непонятной ситуации. У Touareg такого нет, он не глохнет и плавно работает на всем диапазоне оборотов. Я специально издевался, где должен был бы заглохнуть, нет, едет и не захлебывается. Вот вам пример. Мне лень было перенастраивать лапку переключения для езды в эндуроботах, и бот с трудом подлезал под лапку. Это не вина мотоцикла. Короче, когда надевал эндуроботы, ездил так, чтобы поменьше переключаться. Например, весь свой обычный полигон ехал только на третьей передаче. Touareg дает шикарную тягу с ровной работой двигателя, даже когда на пригорок медленно вскарабкиваешься. Очень круто. Что не круто, лапка передач слишком жесткая. Есть мнение, что якобы в кроссовых ботах так удобнее. Когда просто по асфальту едешь, да, в жестком боте сверху бить легче, но представьте ситуацию, вы скачете где-то по камням в стойке и нужно переключиться.
Вас потряхивает и нужно быстро поднять одну ногу, потому что шипы не дадут просто скользнуть ботом, как на дорожнике, и поддеть лапку. Как раз в эндуро легкая лапка даже важнее, чтобы переключение передачи занимало мгновение и ногу можно было бы вернуть назад. Когда в легких кроссовках ездил, вверх переключать жесткую лапку тоже мало приятного. Квикшифтер не сильно помогает, все равно сама лапка жесткая, да и работа квикшифтера далека от совершенства. Можно поймать нужный диапазон на средних оборотах и с удовольствием насаживать передачи вверх, но во всех остальных ситуациях так себе. В городе иногда приходится переключать передачи, не добираясь до верха оборотов, и тогда переключение грубоватое. Вниз всегда жестко переключает, я так и не смог поймать, в каких ситуациях вниз переключение будет плавным. Часто вниз проще со сцеплением пощелкать. Но лучше с квикшифтером, чем без него. Это понимаешь, когда перелезаешь на мотоцикл проще. Звучит Touareg офигенно. Правда, стоковый глушитель я не слышал, у меня опция. Кажется мясистым и громким, но на трассе не мешает, на магистрали практически не слышно. Оставляет приятное послевкусие. Сходу не вспомню одноклассника, который звучит лучше, хотя я на некоторых ездил и с нестоковым глушителем. Слышал мнение, что Touareg как-то избыточно подогревает ноги. Я могу об этом как-то объективно говорить, потому что ездил в 3 разных сценариях при температуре около 30 градусов. И в туристическом экипе, и в максимально продуваемых эндуро штанах в сеточку, когда ползал по грунтовкам, и точно плюс 30 было. И просто в шортах катался по городу. Тепло от двигателя я чувствовал только в шортах, и это было просто тепло без каких-то неприятных ощущений. Я бы вообще об этом не стал вспоминать, если бы не слышал жалоб. Теперь к теме эргономики. Один из самых больших недостатков Tenere — он слишком высокий, а в версии World Raid неадекватно высокий. Причем ходы подвесок у Tenere не выдающиеся, поэтому занижать его особо и некуда. Да, можно занизить линками, но это влечет за собой нарушение геометрии. Ездить можно, но это по рулежке и балансу уже другой мотоцикл. Tenere сильно заморочен по развесовке, вы это одним движением испортите. Занижение седлом — вариант, но у всех конкурентов можно купить заниженное на 2 см седло. Все равно Tenere будет выше. Touareg сразу был интересен тем, что он почти на 2 см ниже даже базового Tenere при том же дорожном просвете. В реальности все еще лучше. У Aprilia более узкий профиль, поэтому не нужно так растопыривать ноги, как на Tenere. Предположу, что саму раму сумели сделать уже. Еще интереснее на грунте. Из-за того, что Touareg в стандарте сильно жесткий, для грунта преднатяг ослабляешь сильнее для оптимальной работы. Tenere тоже можно подрасслабить, только он соплей становится. Во-вторых, ход подвески у Touareg значительно больше, и для бездорожья просаживаться он должен ниже, если подразумевать, что идеальное проседание на 1/3 от хода подвески. При условии, что регулируется преднатяг просто рукой без инструментов, это действительно работает. На Touareg мне на бездорожных настройках сильно комфортнее, я нормально достаю до земли ступнями со слегка согнутыми коленями с запасом. На Tenere едва-едва касаюсь ступнями. В норме-то все равно, но нет-нет, а где-то себя подстрахуешь ногой или встаешь на землю в углублении. С Touareg ниже шанс нелепо завалить мотоцикл, больше ощущения безопасности, больше себе позволяешь. Например, почему вы и видите картинки с ездой по грунтовкам, обычно я ограничиваюсь только стандартным полигоном. Если я уроню арендный мотоцикл, это обойдется мне примерно в 1000 евро, но Touareg я просто не могу уронить. Он комфортный для меня по высоте и легкий ровно настолько, чтобы я его поймал в любой ситуации. Высота по седлу фактор при выборе, хотя я все еще считаю KTM 790-890 оптимальным выбором для людей с низким ростом. Тут пока ничего не изменилось. Для среднего и высокого роста Touareg удобнее, чем Tenere 790. По эргономике к Touareg мне довольно сложно придраться, во всяком случае с ростом 188 см. Стойки шикарные, ноги четко в ложбинку попадают и сцепление бот-ног идеальное, нигде ничего не торчит и не мешает. Никаких приколов с неправильной формой бака или широким седлом, все как нужно, приятно туда-сюда перекладывать вес. И не забываем, что Touareg однозначно самый легкий мотоцикл в классе, особенно учитывая полноразмерный туристический бак. А вес – главнейшая характеристика турендуро, никуда от нее не деться.
Руль на идеальной высоте и идеальной широкой формы. Он заметно шире, чем на Тенере или 790. При этом защита рук с внешним закруглением, поэтому по факту ширина такая же, как на Тенере. Стандартные зеркала очень широко расставлены, никаких локтей там нет, хотя сама форма на мой вкус так себе. При таком широком руле хотелось бы и внутренней части пошире, но это мелочь. В этом классе все равно имеет смысл ставить зеркала на шарнирах. Сидя, к эргономике претензий нет, колени расслаблены, руки вниз не тянутся и так далее. Экран и стекло очень далеко. Экран видно всегда и стоя, и сидя, никуда и наклоняться не надо. Сам экран яркий, с длинным козырьком, который защищает не столько от бликов, сколько от дождя и пыли. Когда стоя нависаешь над рулем, ветровое стекло все еще не мешает и не лезет в нос. Короче, эргономика ничем не хуже Тенери и в миллион раз лучше для высокого роста, чем на КТМ. Седло мягче и приятнее, чем на Тенере и КТМ, хотя рано или поздно от него устаешь. Причем не из-за наполнителя. Когда сидишь, можно пощупать седло под собой, очевидно, что оно под весом даже не полностью проминается. Лично у меня усталость проявляется от узкой формы. Если бы мы говорили про мотоцикл весом 240 кг, я бы придрался, здесь это более чем нормально. Лучше, чем на Тенере, факт, и можно привыкнуть. Второй день ездил в бронетрусах, стало все равно на форму седла, никаких ощущений. Впрочем, околоэргономичные минусы есть. Первый – пульты довольно массивные и выдвинуты вперед, из-за чего при выжатом сцеплении включить левый поворотник маловероятно. Второй минус – бестолковое стекло. В принципе, состояние визора к вечеру красноречивее 1000 слов. Для чего оно такое существует, не представляю. Уже на 30 км в час в глаза дует, даже если пригнуться. На 80 км в час даже в очках не могу ехать, только с полностью закрытым визором. При этом, в отличие от обычной округлой формы, это стекло еще как пылесос работает. Все, что попадает в центральную часть, не рассеивается по сторонам, а летит четко в глаза. Я за время теста 2 пчелы поймал под очки на средних скоростях. И от мух не защищает, и на магистрали шлем подергивает. Иногда аж двоится в глазах на магистрали от микроподергиваний шлема. Когда в кроссовом шлеме ездил совсем ад на скоростях за 100, гораздо приятнее ехать, когда стекла вообще нет. Единственное, совсем без стекла дышать становится нечем, а в остальном комфортнее. От борьбы с ветром сильно устала шея и плечи, хотя в остальном мотоцикл комфортный для своего класса. По тем же причинам очень шумный. Причем это не проблема исключительно моего роста. Чтобы было тихо, надо пригнуться сантиметров на 30. Короче, я бы для любого роста первым делом поменял стекло, ну или хотя бы спойлер воткнул. Что хочу сказать, я вам запросто перечислю Турендуро, которые в чем-то комфортнее Туарега, только с одним нюансом. Все они будут килограмм на 20-30 тяжелее. И в то же время Туарег гораздо ближе по комфорту к литровым мотоциклам, чем КТМ 690, DR 650 и так далее. И имеет смысл как золотая середина. И еще напоследок отмечу 2 минуса. Просто чтобы не говорили, что я о чем-то умалчиваю у своего любимчика. На мой взгляд, у Тенери свет лучше. К ближнему вопросов нет, а дальний какой-то бестолковый. Решаемо доп светом, но все же. И тормоза лично мне не нравятся. Здесь Brembo, причем сами диски большего диаметра, чем у Тенери, но все равно. Я замечал, что именно на итальянских мотоциклах такая специфичная модуляция. Сначала очень плавное замедление, а потом более резкий перехват. Это именно стиль работы тормозов, хотя я такого и не разделяю. Говорят, решается заменой колодок, но в любом случае на 790-890, не говоря про 900-го Тигра, тормоза мне больше по душе. Я это все рассказываю к тому, чтобы вы понимали, что придется под себя кое-что немного доделать, а с чем-то смириться, но лучше все равно ничего не существует, если вы хотите действительно легкий полноценный турендуро. Сами знаете, что мне редко действительно нравятся мотоциклы. Кстати, внешне меня Туарег вообще никак не привлекает, к марке Aprilia у меня придыхания точно нет, нравится только эффективность этого мотоцикла. Весь секрет Туарега в том, что Aprilia не выдумывала велосипед, а внимательно посмотрела на отличный Тенери, который 3 года был лидером. И просто сделала такое же, но с рядом исправленных проблем, пока Yamaha ковырялась в носу, наслаждаясь продажами. Прошло больше года после начала продаж, каких-то серьезных массовых болячек у Туарега не видно, чтобы можно было сильно переживать, как по поводу того же КТМ 790. Впрочем, Туарег не из пустоты взялся, двигатель уже побегал на дорожных моделях, набил шишки и отзывные кампании. Это не кот в мешке.
Очень редкая ситуация, когда для меня Туарек настолько очевидно лучший в среднекубатурном классе, что я ни секунды бы не думал, что купить из новых мотоциклов. Когда придет очередь выбирать 10-летний байк, наверное, Teneri будет предпочтительнее. Не потому что Туарек ненадежный, а потому что Teneri – икона надежности с широкой сетью сервисов, но это проблемы не первого и не второго покупателя.